В этом видео вы узнаете о том, уходят ли мужчины к любовницам. Мне часто задают этот вопрос, и ответ здесь таков. Да, уходят, и я тому пример. Я бывшая любовница. На момент, когда мы познакомились, у него была семья. И одновременно нет, не уходят, потому что я знаю несколько пар, семей, вижу уже на протяжении многих лет, как там есть любовный треугольник, и женщина-любовница определенно хочет, чтобы мужчина сделал этот шаг, но он его не делает. То есть и могут уйти, и могут не уйти, это очень индивидуально, но когда ко мне ушел, а к другим не уходил, мне стало очень интересно, почему, что такого делала я, чего не делают другие. И я очень долго, глубоко изучала эту тему с разных сторон. Все через психологию, но психология рознь, есть классическая психология, есть работа с энергиями, с чакрами, с женской энергией, дизайн человека, астрология, совместимость астрологическая. Я изучала все это именно через призму мужчина-женщина, контакт. Почему мужчина идет к какой-то женщине, а какой-то не идет. Поэтому я знаю какие-то законы, наверняка не все. Я не всезнайка ни в коем случае, я сохраняю долю здравого скептицизма и к себе в том числе, но какие-то вещи, с которыми столкнулась я сама, я вычислила именно механику этого процесса, что конкретно, формула, что и почему. Безусловно, одного видео для этого не хватит. Если вы глубоко в этой теме и вам лично важно для вашей жизни развязать любовный треугольник ваш, пожалуйста, приходите ко мне. Часто приходят девушки именно с этой темой, потому что в психологии так устроено, что человек притягивается именно к тому психологу, у которого уже есть опыт решения этого вопроса. Итак, основное, что я могу сказать, самая такая выжимка общая. Первое. Мужчина уходит туда, где он в итоге получает больше. Он энергетически получает что-то в семье. Это один объем. Это невозможно измерить, это все очень условно. И он уходит к любовнице тогда, когда там он получает больше. Что именно это больше, из чего оно состоит, это индивидуально. В какой-то семье, может быть, он очень хочет детей, а жена не может родить, и тогда он переходит к женщине, которая может родить. В какой-то семье ему важно, чтобы, не знаю, его гладили по голове, каждое слово его ловили, а жена этого не делает, и он уйдет к той, которая это делает. То есть, что именно набор качеств действий, он будет очень индивидуальный, это невозможно систематизировать. Но общий закон таков, что мужчина никогда не пойдет туда, где он получает меньше. В идеале он должен получать все то же, что получает в семье, плюс еще что-то, что он оценит, что будет ему важно, чего он ищет в женщине. И еще один очень важный секрет. С какой женщиной мужчина захочет быть, носить ее на руках, любить, прощать ей какие-то ее недостатки, быть терпимым, быть другом, не только мужем и любовником? Это с той женщиной, которая видит его мужскую уязвимость и обращается с этим бережно и уважительно. Внутри каждого мужчины, как и внутри каждой женщины, сидит маленький ребеночек. Наш внутренний ребенок, он очень уязвим. Это наше уязвимое состояние. И для мужчин особенно важно, больше, чем для женщин, чтобы этого ребенка никто не ранил, потому что мужчинам нельзя плакать, они должны быть мужественны. И вот мужчина будет счастлив с той женщиной, которая видит его слабости вот эти, и при этом очень с ними бережно. Она не пнет в уязвимое место, она не ранит его в его какие-то раны. Она сможет очень мудро с этим поступать. Этому можно научиться. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы это видео распространялось и другие люди тоже его увидели. Подписывайтесь на канал, приходите в гости. И если есть вопросы, пишите их смело внизу в комментариях. Я читаю ваши комментарии и отвечаю на ваши вопросы. До встречи, пока!